Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня я расскажу вам уже, наверное, не под погоду и не под осень, но все равно про квадрокоптер DJI Mini SE. Его я тестировал поллета. Что я с ним сделал? Разумеется, я его разбил. Притом разбил, скажем так, не по своей глупости. Об этом вы узнаете обязательно в ролике. Несмотря на то, что он упал с высоты 9-го этажа, даже не планируя, ударившись в стену, он все равно имеет стопроцентную работоспособность. Слегка треснула лопасть, но это не критично. Я вам сегодня обязательно расскажу, что лопасти можно менять и ставить от Fimi, от Xiaomi. Обязательно расскажу, что вот этот пульт, он от первой версии, и многие считают его неудачным. Я же считаю его максимально удачным и удобным. Практически любой телефон без чехла сюда помещается. В целом, девайс мне понравился, стоит дорого, но DJI всегда стоит, к сожалению, своих денег. Что их стабилизаторы, что их квадрокоптеры. Если вы хотите себе игрушку, за относительно дешево, то, наверное, посмотрите не на SE, а на Mini 2. Почему? Потому что это дело, по мне, на данный момент малоуправляемое, вряд ли что-то поменяется. Но будем надеяться, никакие объекты сам он не облетает. То есть, если у вас будет какая-то печаль из разряда потери связи, он будет пытаться вернуться на точку, поднимется ветер его сдует и разобьет, как и у меня, вполне возможно. Возможно, это не так, но если вы проф, еще раз повторяю, что вам нужно что-то серьезнее. Если вы не проф, я считаю, что вам тоже нужно что-то серьезнее, чтобы не разбить. Хотя все относительно. Смотрим ролик, делимся впечатлениями, возможно, я не прав. 974 на YouTube. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю, ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса, в которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али, все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Вчера, кстати, на канале для стримов вышел обзор сравнения Samsung S21 с iPhone 13 Pro. Завтра будет обзор на 13 Pro на основном канале. А сегодня я расскажу вам о квадрокоптере DJI Mini SE, который у меня уже не первый месяц. Полетели. Начнем, как всегда, с распаковки. Коробка пришла в хорошем состоянии, оформление не броское, коробка из плотного картона белого цвета, и на ней есть изображение девайса и напечатано некоторое количество спеков. В комплект входит дрон DJI Mini SE, пульт дистанционного управления, и, кстати, в отличие от DJI Mini 2, он компактных размеров, пусть и похож на первую версию. Далее аккумулятор, пара запасных пропеллеров, кабели micro-USB, кабеля для пульта DU, USB-C, micro-USB, Lightning, защита подвеса, запасная пара джойстиков, отвертка и руководство пользователя. Без аромата клея не обошлось, к сожалению, но это не удивительно. Даже у iPhone 13 Pro из коробки пахло так клеем, что можно было в обморок упасть. Летим дальше. Пульт, как я уже сказал, компактнее, чем у DJI Mini 2. Изготовлен корпус из черного матового пластика со съемными стиками. Форма эргономична, но не сказал бы, что супер удобно. Тактильно приятный и маркий, но хорошо, что из рук не выскальзывает. Размеры составляют в сложенном состоянии 143 мм на 79 на 42 мм, вес его тоже небольшой, 243 грамма. На корпусе расположены места под съемные стики, джойстики, колесико стабилизатора, кнопка начала видеозаписи, кнопка фотосъемки, индикаторы заряд батареи, антенны, зажимы для телефона и кнопка питания, плюс разъем micro-USB квадратной формы для подключения телефона по кабелю, а также для зарядки, и кнопка возвращения домой дрона. Пульт DU поддерживает Wi-Fi на 2,4 ГГц, максимальная дальность сигнала 4 км, хотя по факту она меньше. Тесты показывают, что реальный показатель куда меньше, около 1 км, в слабо загруженной помехами атмосфере за городом. Если не улетать далеко, сигнал стабильный. Емкость аккумуляторного пульта 2600 мАч, хватает полного заряда на 4 часа 30 минут работы с устройствами iOS и на 1 час 40 минут с устройствами на Android. Подготовка пульта к работе не занимает много времени, просто нужно развернуть антенну, установить смартфон в зажимы для телефона, подключить смарт с помощью провода из комплекта и включить сам пульт. Когда пульт или дрон начинают разряжаться и заряд падает до 20%, они издают ужасный писк, который можно устранить только удалением динамика из пульта. Корпус дрона изготовлен из серого, легкого и гибкого пластика. В продаже только одно цветовое решение, вы видите его на экране. Дизайн данного дрона очень схож на Mini 2. Размеры у дрона компактные, в разложенном 159 на 203 на 56 мм. Вес не превышает минимум, на который требует в РФ разрешение, а именно 249 граммов вместе с аккумулятором. И это означает только одно, что регистрировать его не придется. Из основного на корпусе расположена камера со стабилизатором, кнопка питания, LED-индикаторы уровня заряда аккумулятора,
аккумулятора, система нижнего обзора, ИК-датчики, двигатели, пропеллеры, антенны, крышка отсека аккумулятора, разъем для зарядки USB Type-C, слот для microSD и индикатор состояния. В квадрокоптере установлен 12-мегапиксельный модуль с MOS матрицей размером 1 на 2,3 дюйма и углом обзора 83 градуса и фокусным расстоянием 24 мм. Размеры диафрагмы составляют f2,8, а за плавность кадров отвечает трехосевой моторизированный стабилизатор. Максимальное разрешение видеосъемки 2,7К на 30 fps или 1080p 60 fps. Также упрощения по сравнению с Mini 2 коснулись возможности фотосъемки. Дрон не умеет снимать несжатые фото в формате RAW, доступен только JPEG с разрешением 4000 на 2250 точек. Еще немного о стабилизаторе. Его рабочий диапазон наклона от 90 градусов до плюс 20 градусов, и он защищен специальным чехлом для безопасной транспортировки. Его, кстати, обязательно надевать, если вы будете его переносить. Снятые на камеру видео и фотографии сохраняются на карточку microSD с максимальным объемом до 256 гигабайт. Встроенной памяти у коптера нет. DJI утверждает, что дрон справляется с ветром силой до 11 метров в секунду. Но резкий порыв уронит аппарат на землю однозначно. Хоть дрон и оснащен улучшенной функцией сопротивления ветру, все же при сильном ветре лучше его не использовать. Время полета осталось таким же, как и у DJI Mini 2, заявленные 30 минут. На деле 26-28 минут в зависимости от силы ветра. Поддерживаемые системы спутниковой навигации GPS и GLONASS. У дрона есть 3 режима полета. Первый — это спорт. GPS в этом режиме отключается, а коптер должен разгоняться до скорости до 58 км в час. Второй режим — стандартный режим с активированным GPS, более подходящий в обычном использовании. Дрон может зависать и точно сохранять позицию в воздухе. В этом режиме коптер может развивать скорость до 35 км в час, и последний, третий режим для видеосъемки. Дрон сглаживает углы и повороты, обходя их по широкой траектории, чтобы исключить любые резкие скачки. Максимальная скорость в этом режиме 21 км в час. При полетах в городе коптер улетает на расстояние около 115 метров при высоте полета 25-35 метров. Выше 38 метров происходит потеря сигнала, лично у меня. За городом при высоте полета 110 метров квадрокоптеру удалось отлететь от меня на расстоянии 170 метров. Дрон оборудован бесколлекторными двигателями, которые имеют преимущество против коллекторного типа. Они имеют более высокий рабочий ресурс, они мощнее, не такие шумные. Далее, новых датчиков препятствий дрон не получил, в принципе и старых там нет, поэтому способен распознавать преграды только внизу, как и предыдущие модели. Емкость аккумулятора на 2400 мАч поддерживает быструю зарядку Quick Charge древней версии 2.0, с помощью которой он заряжается всего за 90 минут. Это, кстати, и правда быстро. Саморазряд у аккумулятора есть, за сутки может уходить 4%, за неделю почти 15-20. Исходя из моего использования дрона, его можно описать несколькими словами. Управление неудобное, теряет связь, но при этом всем очень живучий или везучий. Во время моего полета на уровне 9 этажа у меня дрон потерял связь и упал. Притом, если кратко, он просто потерял связь, решил вернуться на точку, полетел по той же траектории, слегка поднялся ветер и его ударило о стенку на уровне 9 этажа, откуда он и упал. В итоге он выжил. И даже прилетев об землю с такой высоты, с ним все хорошо. Жив-здоров, что, конечно, удивительно, но единственная трещина, которая никаким образом не мешает, которая появилась в корпусе у левой нижней лопасти. О приложении я уже рассказал в обзоре на квадрокоптер DJI Mini 2, более подробно, ссылка на него в правом верхнем углу. А сейчас быстренько и кратенько расскажу еще раз. Приложение называется DJI Fly. В нем есть 4 режима автоматической записи видео в полете: дрон, ракета, спираль и облет по кругу. Можно выбрать подходящее разрешение для видео 2,7К, 2720 на 1530 точек, 24, 25 или 30 кадров, или Full HD 1920 на 1080, 24, 25, 30, 48, 50, 60 кадров. Одним из неудобств является то, что во время съемки видео нельзя делать фотографии. Интерфейс приложения удобный и понятный, переведен на русский без косяков. В приложении также можно видеть в режиме реального времени данные о дроне, его локацию, выстраивать маршрут полета и просматривать снятые фото и видео. Также непременно в приложении можно редактировать фото и видео, что весьма удобно. Правда, не всегда нужно. Есть режим Pro, в котором можно вручную настраивать баланс белого, ISO, выдержку, диафрагму и сделать корректировку экспозиции. Из минусов: не уклоняется от препятствий, меньше дальность полета, чем у Mini 2, скудный функционал, всего 3 режима съемки, цена выше, чем у аналогичных аппаратов, нет режима 4К съемки и нет режима «Следуй за мной». В целом, лютый оверпрайс, но с другой стороны, это DJI. Что-то хотите дешевое, из DJI лучше брать это, наверное. Опять же. Стоит он в районе $350, цена по ссылке в описании к видео. Как я знаю, это последний их дешевый дрон. Дальше пошли у них только дорогие. Если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии, вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Допустим, недавно я купил 11T Pro от Xiaomi за 37 тысяч рублей с доставкой из России,
то есть таможню я платить не буду, как и многие мои подписчики, с чем я их поздравляю. Кстати, промокоды на 26 число, а это послезавтра, распродажа уже в телеграм-канале, так что пользуемся. Резюмирую, для профессиональной съемки он не подойдет однозначно, так как хорошего разрешения для видео и фото у него нет. Просто как игрушку тоже советовать трудно, так как теряет связь уже на относительно коротких расстояниях, не особо он устойчив к порывам ветра. Но, конечно, зато живучий, ну или очень даже везучий, конкретно мой. Пишите в комментариях, что еще купить для обзора, ставьте лайк за труды, впереди Mi Mix 4 и iPad mini 6-го поколения. Девайсу, если купили, да. Если вы еще не купили, то посмотрите у DJI другие модели, может быть, докинете до Mini 2. Добра и удачи вам, дорогие друзья!